Всем приветственного Брутозавра, с вами Фарколд. В прошлый раз мы остановились на невероятно богатом Арденвельде. Сегодня мы заканчиваем цикл фарма травы и руды в актуальном контенте. На очереди красивейший бастион. Хочу напомнить, что среди моих подписчиков будет разыгран маунт Златогривка по достижению каналом 1000 подписчиков. Если мои видео тебе понравились, не поленись нажать лайк, подписаться на канал и оглушить меня колокольным звоном. Ну а если есть что сказать или хочешь предложить тему следующего видео, то милости прошу в комментарии. Там твои письмена на стене точно не останутся без внимания. Также для вас создана и ведется таблица с актуальными цифрами фарма травы и руды. По ссылке в описании можно с ней ознакомиться. Актуализировать данную таблицу я буду каждый месяц, а значит можно будет сверяться с данной информацией перед тем, как пойти куда-то фармить, чтобы не тратить время попусту, ведь за вас его уже потратил я. Время разговоров закончено, началось время фарма. Сразу хочу отметить, что на всех маршрутах битвы очень редкое явление, которое можно легко избежать, а также все споты, кроме одного, между собой очень похожи. Так как у меня все еще свежи воспоминания о белых спотах Арденвельда и, упаси господи, Ревендрета, поэтому я решил начать с белого спота и в бастионе. Находится данный спот в самом центре бастиона и проходит вокруг обители героев. Сразу хочу сказать, что маршрут данный я бы немного подкорректировал и пустил ровно по дорогам, без взлетов и кривых перелетов, как это сделано у меня. По особенностям данного спота сказать совершенно нечего. Низкая конкуренция и большой радиус не позволяют в одиночку хорошо разогнать спот. Тайминги травы и руды не совпадают друг с другом, и при каждом пролете я собирал разные ресурсы. Однако количество данных ресурсов нивелирует эту разницу таймингов. По прошествии часа я получил 270 селенитовой руды, 360 словолиста, 386 смертоцвета, 69 пористого камня, 341 листритовой руды, 18 элетевой руды, 68 белодонны, 12 теневого камня. Общая сумма 22 168 золотых. Переходим к красному споту. Находится данный спот справа от обители героев и пролегает вокруг храма смирения. На данном споте все абсолютно так же, как и на белом, однако есть одно место, где руда спаунится под водой, и часто бывает, что это богатые залежи. К сожалению, мой внутренний скупердяй, хоть и со слезами на глазах, но позволял мне пролететь мимо маленького листрита или соленита. Но на богатые залежи этот негодяй набрасывался с такой силой, что противостоять ему было невозможно, и я вступал в конфронтацию с 3 маленькими мобами. Итогом боевых действий моей внутренней жабы стали 214 соленитовой руды, 409 листритовой руды, 376 смертоцвета, 416 словолиста, 64 пористого камня, 24 белодонны, 16 элетевой руды и 10 теневого камня. Сумма ресурсов составила 22 834 голды. Летим на желтый спот. Находится он на карте бастиона справа сверху и опоясывает вечную кузню. На данном споте уже появляется некоторая конкуренция, однако небольшая, но при этом спаун ресурсов очень интенсивный и летать здесь не так скучно, как на 2 предыдущих маршрутах. Такой нескучный фарм за час мне принес 157 соленитовой руды, 776 словолиста, 22 элетевой руды, 573 смертоцвета, 112 пористого камня, 388 листритовой руды, 23 белодонны. Общая сумма 30 370 голды. Перемещаемся дальше, но недалеко. На повестке дня синий спот. Находится он слева наверху, в самой крайней точке бастиона в цитадели Вечности. Данный спот оказался братом-близнецом синего спота из Арденвельда. Такая же огромная конкуренция, гиперактивный спаун ресурсов, полное отсутствие листритовой руды, смертоцвета и обязательных битв. Пожалуй, обращу ваше внимание на то, что периодически при пролете на вас могут сагриться различные мобы с дальними атаками, так что внимательно следите за агром на вашем персонаже. В противном случае можно будет потерять довольно много времени, убегая от врагов.
Ну а час таких убеганий мне принес 909 селенитовой руды, 426 словолиста, 81 элетевую руду, 106 пористого камня, 21 теневой камень и 79 белладонны, что в общем составило 41 029 золотых монет. Два спота подряд с неплохим фармом меня удивили и дали сил на последний зеленый спот. Находится наша зеленка на утесах покоя и представляет собой более плавную версию белого спота из Орденвельда. Достаточно вертикальная локация с очень маленькой конкуренцией и хорошим временем спауна ресурсов. Больше про этот спот сказать нечего, и через час такого молчания я получил 422 соленитовой руды, 268 словолиста, 40 белладонны, 308 смертоцвета, 419 листритовой руды, 21 элетевую руду, 14 теневого камня, 97 пористого камня. Итог зеленого спота 21 118 голды. Все 5 спотов позади, осталось выяснить среднюю сумму по бастиону. Напомню, что данная сумма – это некая усредненная цифра, которая показывает профитность локации в общем и не несет в себе никакой важной информации. Проще сказать, я так захотел. Так вот, средняя сумма по бастиону равна 27 503 монеты, что безоговорочно выводит бастион на второе место по средней стоимости ресурсов с 5 спотов в локации за час. Не забывайте, что во всех видео я называл сумму ресурсов среднюю для региона ЕО за последние 2 недели, а значит, что на вашем сервере в момент просмотра видео может быть совсем другая сумма за собранные вами ресурсы. Вот такими маршрутами я с вами поделился в рамках фарма травы и руды в актуальном дополнении Shadowlands. Если у вас есть свои маршруты, которыми вы хотели бы поделиться, но не хотите рассказывать о них всем, то по ссылке в описании вы можете присоединиться к дискорду моей гильдии на сервере Ревущий Фьорд, где всегда кто-то есть, а также мои соцсети. Если хотите поддержать канал, то также можете перейти по ссылке в описании на Donation Alerts и оставить свои пожелания там. А на этом у меня все. С вами был Farcold. Всего вам хорошего. Голда есть, но вы держитесь.